Всем привет! Сегодня последние выходные нашей зимы. Вообще у нас зима на Кубани, вы сами знаете, очень интересная. Может среди зимы шарахнуть плюс 20, даже плюс 30 иногда бывает, но очень редко. И вот сегодня один из таких дней. Сегодня с 8 утра у нас было очень холодно, примерно плюс 10. Вот. И один из рабов. И сегодня мы отправились помесить последние грязи зимнего леса. Значит, маршрут наш сегодня будет разведывательно-покатушечный. Буквально пару-тройку часов у нас займет пешая прогулка, и все остальное время мы будем ездить в поисках нужных нам ответвлений дорог. Вот. Кроме того, сегодня с нами в покатухе принимает участие автомобиль Suzuki Vitara. Итак, Артем, хотел бы попросить тебя, чтобы ты рассказал о своем автомобиле, о его тактико-технических характеристиках. Потому что по сути как бы это танк. И зритель, и мы хотим знать, что ты в нем менял и что осталось по заводу. Этот автомобиль называется Suzuki Vitara, европейка, с левым рулем. Значит, мотор 136 лошадиных сил, V6, тянет очень хорошо. Привод полный part-time, то есть передний мост подключается жестко через раздатку. Машина на раме. Из того, что касается бездорожья, в нем сделан небольшой лифт передней и задней подвески и кое-какая защита двигателя. Не скажу, что прям большая. Вот. А-образный рычаг на заднем мосту. Вот. Сапоны выведены с завода. Вот. Защита бензобака. Вот. Это было все заводское. Вот. В принципе, все остальное стандартно. Ну что ж, спасибо тебе за рассказ, а сейчас мы отправимся, посмотрим, что это автомобиль. Ну, правда, мы хотим сразу сказать, что автомобиль как бы для данных условий поездки подготовлен не очень. Я бы сказал, что очень не подготовлен. Поэтому давайте мы все-таки правильно и трезво оценим его возможности в данной ситуации и применительно к его, так сказать, фаршу. Ну все, поехали, начнем наш маршрут. У вас за кадром буквально первые метры покатухи. Это в прямом смысле первые метры.
Дерево пыталось слить бензин и вот буквально отломало лючок. Только методом опытной рихтовки, вот, благодаря моим золотым рукам, можно... Вот, видите, как все хорошо получилось? Раз, работает, не задевает нигде. Нормальный пальцевый зазор по периметру, как на любой отечественной машине. Все починили. Я пробовал, Илюх, не идет она. Нет, выезжай дальше в колею, вот туда уходи. Давай попробуем.
Все, что вы сейчас видели, было такое сравнение коротыша и пятидверки и двух типов резин. Так вот, я вам скажу с позиции человека, который видит все это изнутри. Крокодил в данном случае на мягком грунте и вот с этим рельефом, с его расколбашенностью, был единственной машиной, которая могла на пятаке с своим ходом заскочить за счет длинной базы. Вот. Так что преимущества пятака и длинной базы, они в данном случае были очевидны. Вот. Чуть попозже мы расскажем вам характеристики пятаков, какие они бывают, сколько весят, производители и так далее, и так далее. Ну, а пока у нас пришло время пешей разведки. Пойдем. Человек и бегун. Да, это я. Люблю ходить по горам. Выбравшись на вершину хребта, мы увидели, что сверху присутствуют остатки старой дороги. Это отрадный факт, и мы идем дальше. Мы увидели вот такое удивительное дерево, из которого что-то появилось. А ну-ка, акушер-гинеколог. Весна. Опять весна, опять грачи, Валь. Да, именно так. Мы добрались до высоты 490, на которой находится памятник павшим бойцам. К сожалению, дальше, как мы предполагали, дороги нету. Но это еще не повод печалиться. У нас есть вариант закольцевать маршрут в нашу же сторону. Это вполне реально, возможно, дорогу вниз, вправо мы нашли. Вот, поэтому на майские праздники, я думаю, мы этот маршрут осуществим. Вот, а сейчас мы вернемся обратно и съездим на Волчьи ворота. Ну и потом поедем кататься дальше. Настоящий Ленин. На майском площади. Февральские окна. Раз нам запретили брать из леса дрова, будем брать... Этим благим делом мы открываем рубрику, которая называется «Забери с собой кусочек мусора из леса». Это первый мусор, который мы оттуда вынесли. Попробуй через поле вот так. Ну только через поле, по-другому никак.
Дорога на Чибийские Волчьи ворота. Тормоза, ребята, пока тормоза. Короче, уже где-то 2 километра гоним какого-то мужика. Вообще. Напоролись на дерево. Эксперимент номер 3. Значит, Яшка не зашла на этот бугор. Ну, видно, уже лысенькая. Крокодил на пятаках зашел. Теперь пробуем коротыша на пятаке. Не хватило ему больше. На повышенной. Он на какой передаче? Он не пойдет. На второй он не пойдет. И прыгать ему нельзя, у него силуминовый редуктор. Куда? Не, еще раз, Кайф, на первой пусть попробует вот сюда. Вот сюда, Саня. Вот смотри. А у него блокировки нет? У меня она работала.
Не, давай на первую. Стоп! Он опять в колею упал. Илюш, все, отходи, пускай туда вот. Назад, вот. Итак, пока идет действие, вот что хотелось бы сказать. Вот практически, не практически, а все машины на пятаке. У нас есть короткая. У нас есть короткая, средняя и длинная базы. Так вот, только длинная база, благодаря своей базе и пятаку, смогла выйти вот с этого подъема. Дядя Леш, прикрути рацию, пожалуйста. Теперь, что касается пятака. Очень много зрителей говорит о том, что пятак это дубово, как бы бессмысленно и так далее. Ну, я, наверное, соглашусь, если бы не один маленький нюанс. Резины Я-192 существует 4 вида, 4 производителей. И она вся разной плотности, разной массы и даже разного размера. Так вот, самая легкая резина, которая подходит на Ниву, это Я-192 Омск шина. Она весит с шевролетовским штампом в сборе, нарезанная, 22 килограмма. О каком сравнении с сафарями может идти речь? Плющится она уже на 1,5 атмосферах. О каком сафари может идти речь? Поэтому мы просто с вами, с теми нашими зрителями, которые утверждают, что сафарь лучше, а пятак это резина из класса сафаря. Я хочу сказать, что мы с вами говорим на разных языках. Сафарь это реально дубово, тяжело и бессмысленно. А пятак именно Омск шина, именно нарезанный, именно на узком диске, если есть такая возможность. Это то, что доктор прописал для Нивы. Сравните меня и Валька. У нас абсолютно разные передаточные отношения и абсолютно разная база. Посмотрите, как я длиннобазный залажу на эту горку. Смотри, как... Раскатай его еще пару раз, Валь. Номер. Минус номер, Валек. А? Номер оторвал. Ну понятно. Бывает. Видел, как он стоял? Стой. Не-не-не-не. Просто загни его. Сейчас и бампер оторвал. Вот ровно. Какой совет Валечек взял Вы лопату? помните, что это большой чипич? Смотрите, не превратите его в малый. Короче, 600 метров осталось до ущелья. Я тебе говорил, а? Ехали мы, ехали, и наконец
дай руку, друг. И наконец приехали. Мы не доехали всего 460 метров до Волчьих ворот. А вот здесь, за камерой, здесь находятся Медвежьи ворота. То есть мы сейчас стоим на развилке двух ручьев, по которым можно подняться на Медвежьи и на Волчьи ворота. Сейчас мы сходим на одни, а потом на другие. Все, пошли. Хорошо, прям для нас повалили, да? Вот четко вообще. Приближаемся к Медвежьим воротам. Это вот створные камни. Вот эта щель в камнях сзади меня называется Медвежьи ворота. Говорит, камера не выполняет. Ну, нормально. Где Лара Крофт? Ага. Как в джунглях. При выходе из Медвежьих ворот на левой стене из песчаника обнаружился мой барельеф. Ура, товарищи, вперед! На соседнем ручье, буквально 50 метров через такой вот крепчик перенырнув, попадаем во вторую часть Медвежьих ворот. Они чуть-чуть пошире и подлиннее. Ну, в принципе, то же самое. Спустя некоторое время мы подошли к последнему экскурсионному объекту на сегодня. Это Волчьи ворота. Это такая тоже узкая извилистая щель в песчанике, которую соорудила природа за многие-многие миллионы лет. Ну, давайте пойдем посмотрим. Все, посмотри на меня. Примерно 80 метров от входа до выхода. На выходе великолепные песчаные скалы. Вот. Так что все красиво. Вторая очень-очень узкая щелочка на Волчьих воротах. Но Вот, постой там, я сейчас сниму их. из-за того, что ноги уже мокрые, мы туда не пойдем. Короче, вот заезжаешь вот так, а оно не едет. Потом ты берешь вот так, и все, заехали. А зубы при этом помогали ему? Да, он цеплялся в корни. Арр. Значит, в данный момент уже стемнело, но в принципе мы нашли то, что искали. Сегодня мы не будем распространяться о дальнейших наших целях. Все это вы увидите в следующей серии, ну, может быть, через серию. Вот. А пока что нужно было бы сказать о том, что мы сегодня, в общем-то, увидели в плане автомобилей и в плане резины. Значит, Сузукан, конечно, машина классная, наверняка, но в том варианте, в том контексте, в котором она появилась сегодня с нами на покатухе, ну, честно сказать, зрелище, конечно, было тоскливо. Ей бы вот хорошую внедорожную резину, я думаю, ситуация коренным образом изменилась бы. Вот. Поэтому я не знаю, что о ней сказать. В общем, смотрите сами, делайте выводы. По поводу резины. Вы все увидели сами. Последний подъем, который был у нас на хребет X, как любят говорить наши друзья с параллельного канала, вызвал некоторые интересные
моменты. Ну, какие моменты? В общем, конечно, что там говорить, не хватает клиренса, не хватает протектора на двух передних колесах у 248. Но в принципе, в общем-то, все оно сюда само заехало и даже очень даже достойно. Поэтому давайте так, вот все, что вы сегодня увидели, вы напишите нам, расскажите свой взгляд на поведение пятака, на поведение Я-248, и потом, ну скажем так, мы скомпонуем все эти ваши ответы, все ваши комментарии и поймем, что-нибудь да поймем. Но в принципе тест будем продолжать дальше, потому что у нас сейчас есть в арсенале два новых ненарезанных колеса. Мы их нарежем, поставим, и они будут показывать класс. Мы еще пятаку нос утрем. Вот. Ну, а за сим, наверное, все. В следующих сериях смотрите продолжение эпопеи Хребет X. Вот. Ставьте лайки, симбернары, пекинесы, подписывайтесь на канал, будьте с нами, а мы с вами. Смотрите нас, и все, до новых встреч, пока-пока. А сейчас мы продолжаем ставшую уже популярной рубрику «Ответы на вопросы телезрителей». Алексей Духанин спрашивает нас, ответьте вот на какой вопрос. Что все-таки важнее для проходимости, клиренс или резина? Ну, уважаемый Алексей, тут дальше в комментариях кто-то очень метко бросил одинокое слово «голова». Вот, но, да, но я как бы не буду цитировать человека, потому что все-таки это его мысли, а у нас есть свои мысли. Для проходимости важно все. И мозг, и клиренс, и резина. Вот, все это вкупе дает положительные результаты. Но то, что мы вам сейчас показываем в сравнении сравнение резин, это, скажем так, это все задумано для того, чтобы опять научиться ездить по-нивовски. Потому что хорошая резина и большой клиренс, честно сказать, они нивовода расслабляют. А надо все время держать себя в тонусе. Да и потом много интересных моментов всплывает. Поэтому вы уж сами решайте, что для вас важнее. Наш зритель под ником Континент пишет: как Ниву не тюнингуй, а у вас все равно лучше, проходимей, надежнее, крепче и дешевле. Ну, вам же никто не запрещает ездить на УАЗе. Вот. Поэтому у вас свое мнение, у нас свое. Это два разных типа автомобиля. Я считаю, что даже не стоит заморачиваться и пытаться их сравнивать. Вот один из наших зрителей очень правильно подметил, что в разных ситуациях оба этих автомобиля могут друг другу с равным ускорением надрать задницу. Кто-то лучше на подъемах, кто-то в болоте, кто-то в колее. То есть тут панацеи нет. Кому что нравится, тот на том и ездит. Ну, как-то так.